Друзья, привет! Меня зовут Михаил, и я автор кулинарного канала, который называется «Бесстрашная кухня». И я очень рад, что вы заглянули ко мне на дачу, и пойдемте я вам все покажу. И я вам расскажу небольшую историю. Этот дом я построил в конце 2000-х, и это был маленький домик с верандочкой и террасой. Но в те времена технологии строительства не были сильно развиты, и колонны, на которых стоял дом, просто сгнили. И поэтому мой товарищ архитектор построил вот такую вот железную штуку, на которой сейчас держится весь дом. Это не элемент дизайна, но я все покрасил вот такой медной краской и смотрится довольно стильно. И после того, как я дом спас, я избавился от веранды и балкона и все это хозяйство застеклил. И за счет этого получил 20 метров дополнительного полезного пространства. Вы видите, здесь довольно эклектичный дизайн, точнее, полное его отсутствие, и мне так очень нравится. А это моя старая кухня. И когда я начинал свою блогерскую карьеру, меня эта кухня вполне устраивала. Здесь есть вся необходимая техника, стол, на котором удобно показывать все рецепты. Так как мойка и духовка находятся далеко, и снимать там ужасно неудобно, собственно говоря, это основная причина, почему я начал делать новую кухню-студию. Деревенские баночки, сувениры и картинки, которые, может быть, не имеют отношения к кухонной тематике, но, тем не менее, я их привозил из разных стран мира, и они мне дороги. Следующая зона, которой я без ложной скромности очень горжусь, и сделал я ее сам, недавно эту пристройку, это баня. Хотя это не совсем баня. Здесь мы собираемся, играем в настольные игры, смотрим кино или играем в приставку. Я сделал небольшой искусственный водоем. Он маленький, но очень глубокий, поэтому туда можно прыгать. Но я сейчас не буду. Вот такая вот маленькая парилка, которая позволяет делать и финскую сауну, и русскую баню. Достаточно просто долить воду. И душевая моя особая гордость, потому что я не делал никакую плитку и все обил термодеревом. И уже 5 лет она в идеальном состоянии. Тут, как вы видите, тоже нет никакого дизайна. В свое время я увлекался амбарной доской, то есть старым деревом, и все стены просто обшил амбарной доской. Мне кажется, смотрится очень стильненько. И еще здесь есть секретная зона, это мой рабочий кабинет. Высота потолка позволила мне сделать вот такое вот помещение, где я сижу и монтирую свои ролики. Ну и работаю. Ну а во дворе у меня все просто. Мы с моим товарищем построили вот такую вот беседку. Тут у нас большой стол, собирается большая компания, бар, холодильник, все, что нужно. И зона для готовки, которую я сам построил. Она неказистая, но очень функциональная. На ней мы, кстати, и будем готовить. Тут у меня зона подготовки. Печка вот такая вот страшная, но она дает хорошую температуру, и на ней прекрасно готовить даже плов. И моя гордость, которую я недавно построил, это настоящая итальянская помпейская печь для пиццы. Ну, не только для пиццы, я в ней готовлю практически абсолютно все, даже каши. И если вам интересно, как ее строил, то на канале у меня есть подробный ролик и рецепт настоящей неаполитанской пиццы. Сегодня очень жарко, поэтому готовить я буду на улице. Это моя импровизация для тех, кто устал от плова и шашлыков. Сегодня будет очень простое, но оригинальное блюдо из морепродуктов. Это некая комбинация из знаменитой португальской катапланы и французских муль-мариньера. И для дачных посиделок в теплой компании я считаю, что это абсолютно идеальный вариант. Быстро, вкусно и очень просто. Для этого блюда вы можете взять любые морепродукты, даже замороженные, они прекрасно подойдут, потому что у нас в Подмосковье, других просто нет. Это, конечно, мидии, потому что мидии должны быть мелкие, обязательно в створках. То, что они открытые, совсем не страшно, потому что они были замороженные и открылись, это нормально. Я возьму большие креветки, которые называются гамбас. Почему-то у нас их путают все время с лангустинами. Но к лангустинам они не имеют никакого отношения. Лангустин – это маленький рак, у него клешни. На самом деле лангустин по-испански – это просто большая креветка. И кальмары. Репчатый лук, лук-порей, лук-шалот, сельдерей, помидорки. Я тут взял разноцветные, желтые и красные, просто для красоты, маленькие. Обязательно чеснок,
много петрушки, при том, что мы будем использовать и стебли, и листики, и, конечно, тимьян. Важный ингредиент, и он же лайфхак, это картошка. Почему картошка? Картошка в этом блюде получается ужасно вкусная. И для того, чтобы сэкономить на морепродуктах, нужно класть много картошки, где-то 50 на 50. Поверьте, это просто бомба. Так как картофель я буду варить, то для аромата и красивого цвета я возьму немного куркумы. Морепродукты готовят очень быстро, то я начну с картошки. Естественно, ее нужно почистить. И удобство уличной печки, что все легко утилизируется. Картошку я нарежу крупными дольками, где-то вот такими вот. В кастрюле у меня уже холодная вода, а картошку нужно класть обязательно в холодную воду. Теперь мы посолим. Думаю, где-то пару ложек. Куркуму. Еще хорошо положить бы шафран. Но шафрана у меня нет, но и он очень дорогой. Так. Оп. Оп. Пока наша картошка варится, вариться она будет где-то минут 15-20, я займусь овощами. Точнее, их подготовлю. Нарежем мелким кубиком, который называется мюрпуа. Ну, мюрпуа — это и способ нарезки, но и набор овощей. То есть репчатый лук, сельдерей и морковку. Но морковку я здесь не использую, потому что она очень сладкая, морепродукты сладкие. Морковка нам здесь не нужна. Я беру разный лук, потому что так просто вкуснее. Каждый лук имеет свои вкусовые особенности. Шалот нежный, лук-порей тем более. Ну а репчатый лук дает нам вкус, который нам нужен. И все вместе в сочетании это будет прекрасно. Верхнюю кожуру я с порея срежу. Она мне будет нужна для того, чтобы завернуть так называемый буке гарни, то есть набор наших приправ. А остальное, соответственно, нарежу тоже кубиком. Также сельдерей. Много сельдерея класть не нужно, потому что сельдерей имеет очень сильный аромат и может просто отбить нежный вкус морепродуктов. Поэтому я взял вот совсем чуть-чуть, 2 веточки. Чеснок. Я возьму где-то пару зубчиков. Ну, кто любит чеснок, берите больше. Это блюдо на самом деле очень хорошо относится к чесноку, точнее чеснок к нему. Можно просто раздавить или мелко нарубить, или через чеснокодавилку пропустить, как вам нравится. Но я его раздавлю и просто вот мелко нарублю. Помидоры чистить, резать я не буду, даже веточки оставлю, потому что так просто эстетичнее. И петрушку в последнюю очередь. Картошка у нас варится, теперь обжарим овощи. Сливочное масло. Много. Оливковое масло. Где-то 50 на 50. Не нравится, не добавляйте, возьмите просто любое растительное. Наш лук и сельдерей. Еще раз, сильно обжаривать не нужно. Нужно просто довести до мягкости. Иначе это все будет горчить. Лук, сельдерей слегка обжарились. Теперь я добавлю белое вино. Где-то полбутылки. Наши томаты, как я говорил, резать я их не буду. Прям туда. Все это вместе даст потрясающий вкусный соус. Сейчас они чуть нагреются, шкурка начнет лопаться, и мы их раздавим просто. И наш ароматизатор, то есть то, что по-французски называется буке гарни. Тимьян, лавровый лист, петрушка. Отрежу от нее стебли. Все это заворачиваем. Веревочка. Просто удобно будет все это достать. Кожица на помидорках начала лопаться. Сейчас мы их просто чуть-чуть раздавим. Это будет потрясающе вкусный соус. По желанию вы можете добавить сюда какие-нибудь специи. Например, хорошо добавить то же самое карри. Но мне нравится все-таки сохранить натуральный вкус морепродуктов. Я думаю, это правильно, поэтому никакие сильные специи я сюда ни в коем случае не добавляю. Соус можно посолить. Пару ложечек, думаю, пока хватит. Потом посмотрим, будем пробовать. И перец. Можно закладывать морепродукты. Готовятся они очень быстро, как вы знаете, иначе просто будет резина. Буквально 2-3 минуты. Как мой хозяин относится к морепродуктам, но проверим. Филь, ты будешь кальмары? О, мы все очень любим морепродукты. Даже он. И все быстро забрасываем.
наши кальмары. Креветки. Я их тоже не буду ни чистить, ни удалять ничего. Прям целиком. Это домашнее деревенское блюдо. И мидии. И в мидиях, когда они разморозились, там осталась морская вода. Мы ее тоже обязательно кладем в наше варево. Все высыпаем. Перемешиваем. Нарублю петрушку. И туда же. Пробуем наш соус на соль. Вот прям все хорошо. Закрываем крышкой 5 минут, и все будет готово. И последний штрих перед подачей. Греть сковородку на плиту. Багет. Нарежем его красивыми ломтиками. Оливковое масло. Выдавлю немножко чеснока. Чесночным маслом намажем наш хлебушек. Буквально чуть-чуть. И на раскаленную сковородку. Вот такое вот блюдо для душевной компании у нас получилось. И теперь самое главное попробовать соус, потому что в нем самый вкус. Вот то, что я хотел. Просто вкус моря с легкими ароматами трав. Прямо идеально для летнего вечера. А вам всем я желаю приятного аппетита и буду ждать вас в гости на следующие интересные и оригинальные блюда. Пока!